Всем привет, вы на канале Пользы.нет, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня я буду для вас обозревать телефон OnePlus 9R. Сейчас на него пишется вход, прямо он пишет сам звук. В чем его особенность? В том, что это линейка OnePlus из топов, но это не 9 Pro, это не девятка, это не новый RT. В чем его особенность, вы узнаете обязательно в перспективе в самом ролике. Я сравню его с 13 Pro по съемке, чуть-чуть с Huawei по 50 Pro. Будет много вставок из разряда ночных фото, ночных видео, но супер топом я бы его сразу не назвал. Логично, что здесь не топовый процессор, это Qualcomm Snapdragon 870, здесь нет защиты от влаги. Помимо того, что здесь нет защиты от влаги, сразу же здесь нет беспроводной зарядки. И прыгать и хлопать в ладоши, кричать, что это супер телефон, лично я не собираюсь. Это урезанная версия топа. В чем она урезана, вы обязательно узнаете. Не забывайте, что 25 числа я разыграю 10 Mi Band, 11 разыграл 20, но обратилось пока только 17 человек, так что проверьте, может быть, вы победитель. Второй момент, я разыгрываю двое часов за 17 и 25 тысяч, Pixel 5a, Pixel Buds A, Narza 50 и еще много всего. Условия, как всегда, в описании. Смотрим, подписываемся, спрашиваем, кому что интересно. Скоро будет топ OnePlus. 1027 на YouTube. Всем привет, вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня, розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Напоминаю про Pixel A, Pixel Buds A. Двое часов и еще много раз я буду повторять. Участвуем в розыгрышах 30 ноября, весь банкет. 25 ноября разыграю еще 10 Mi Band. А сегодня я расскажу вам о смартфоне OnePlus 9R. Да, он практически такой, как 8T. Полетели. Начнем, как обычно, с распаковки. Оформление яркое, в красном цвете, картон плотный. Комплектация полная и хорошая. Входит в нее OnePlus 9R, блок питания Warp Charge на 65 Вт, кабель для зарядки Warp Charge Type-C, скрепка для SIM, защитная пленка, чехол неплохого качества, но и не топового, наклейка с логотипом, инструкция, руководство пользователя и вкладыш приветствия. Полетели дальше. Продается устройство в трех приятных цветах: голубое озеро, зеленый и карбоновый черный. В моем случае корпус в голубом цвете. Сборка отличная, дизайн телефона не отталкивающий. Блок камер аккуратно оформлен, корпус марки, но все отпечатки хорошо шифруются из-за цвета. Рамки быстро царапаются, условно, пару раз можно промахнуться зарядкой в разъем и останутся следы. В руке держать телефон комфортно, лопатой не назовешь, и в размерах он чуть меньше, чем тот же Xiaomi 11T и 11T Pro, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, разумеется. Размеры OnePlus 9R составляют 160 мм на 74 на 9,9 мм в ширину вместе с камерами и 8,8 мм в ширину без камер, а весит устройство 192 грамма. Немного, кстати, в отличие от 13 Pro, который весит 205. На корпусе расположены кнопка питания, переключатель режимов звука, качели регулировки громкости, два микрофона, динамик разговорный основной, звучание здесь стерео и Dolby Atmos на борту. Далее разъем для зарядки Type-C, прорезиненный слот на 2 нано-SIM. Кнопки слегка люфтят, что не очень хорошо, но привычно. Разъема под мини-джек нет, и К-порт отсутствует, к сожалению, его не сделали. Дальше AMOLED-дисплей на 6,55 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек. Плотность пикселей 402 ppi, на солнце все отлично видно, глаза сильно напрягать не приходится. Частота обновления экрана 120 Гц, в настройках можно выбрать 60 или 120. Шим на 100% яркости составляет 8%, на 58%, на минимальной яркости от 15 до 18%. Мечта просто. Глаза на деле от шима не устают. Автояркость работает в целом неплохо, но иногда выставляет выше нужного и комфортного уровня яркости в помещении. Под разными углами тон картинки отдает легкой синевой. Лично у меня Always On Display на борту. Мультитач, конечно же, на 10 пальцев. Защищен он стеклом Corning Gorilla Glass. Разблокировать телефон можно при помощи обычных и привычных методов введения пароля, а также при помощи сканера отпечатка пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. И то, и другое срабатывает стабильно, быстро и хорошо. В правом верхнем углу расположена фронтальная камера не маленьких размеров, но в целом просмотру контента она не мешает. Подбородка внизу экрана нет. Вокруг всего экрана есть минимальные рамки. Процессор на борту Qualcomm Snapdragon 870 с техпроцессом 7 нанометров и 8 ядрами. По Antutu его максимальная тактовая частота 3,1 ГГц. Обвес в виде графического процессора Adreno 650, операционная система Oxygen OS, ура-ура, на Android 11. Оперативная память не самая хорошая, не самая быстрая, LPDDR4X, и доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память шустрая, UFS 3.1, и на выбор 128 или 256 ГБ, и расширить ее
SD-картой нельзя, как вы уже поняли. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi, 5G, и для него установлен чип X55. Далее, Bluetooth версии 5.1, связь мобильную ловит отлично. Для 5G, правда, бенда N76 нет. Кто понял, тот знает, что тогда для России вообще не актуально. Для LTE бенды 7 и 20 есть, что хорошо. Сенсоры приближения работают без нареканий, вибромоторчик отличный, но вибро не настраиваемая. NFC на борту и Google Pay встает без каких-либо проблем и отрабатывает отлично. Из навигации имеется GLONASS, двухдиапазонный GPS, двухдиапазонный Galileo, Beidou и AGPS. При тесте GPS выдал 3 метра в условиях городского парка. Не космос, я привык от Realme к 1 метру, но тоже неплохо. Емкость аккумуляторов 4500 мАч, в PC-марке выдал 6 часов 44 минуты при 120 Гц на максимальной яркости. И осталось еще 20%. И сразу же для сравнения хочется вспомнить Xiaomi QN2 Pro. Обзор на него вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Ведь емкость аккумулятора у этого бюджетника практически в 2 раза меньше, автономность уступает не во много раз. Практически такая. Заряжается с 0 до 50% от родного адаптера питания всего за 15 минут. Полностью от 0 до сотки заряжается или за 37, или за 40 минут. По-разному у меня получалось. Максимум 40, минимум 37. Беспроводной зарядки, к сожалению, не завезли, что неудивительно. За час игры в Genshin Impact улетает 36% при 120 Гц на максимальной яркости, при средней графике 30 FPS. То есть в тяжелых играх за 30 минут будет съедено примерно 20%. Поэтому хватает его максимум на 2,5 часа игры. В Genshin Impact на средних настройках играть можно, незначительно греется, но яркость не сбрасывает. Лично у меня тротлинг-тест сначала проходил с хорошими результатами. Немного времени спустя картинка превратилась в что-то мрачное. 163 гипса минимально, максимально 323 гипса и в среднем 237 гипсов на 100 головках при 30 минутах. Я не знаю, кто там видел суперстабильность и как они это делали. В холодильнике, морозилке или просто подкладывали вместо OnePlus 9R 9 Pro или 9, но вот так. В Geekbench 5 сингл-коре выдал 817, в мультикоре 2925. В 3D-марке показал неплохие результаты. Wildlife 4206, Wildlife Extreme 1219, Wildlife Stress Test 4216, Slingshot Extreme и Slingshot, разумеется, на максимуме. Данные Antutu относительно хорошие, я бы даже сказал волшебные. 677 тысяч попугаев. В Storage-тесте показал 54 тысячи. На холодную стресс-тест прошел не идеально, но и неплохо. Средний, я бы сказал, результаты вы видите на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 камер, основная на 48 мегапикселей, оснащенная сенсором Sony IMX586. Сверхширокоугольная на 16 мегапикселей с углом обзора в 123 градуса, макро на 5 мегапикселей и ЧБ-модуль на 2 мегапикселя. Непонятно, кому он нужен. Максимальное разрешение для видеосъемки 4К 60 FPS. На борту имеется сдвоенная LED-вспышка и автофокус PDAF плюс CAF. Фронталка на 16 мегапикселей оснащена сенсором Sony IMX431. И максимальное разрешение для съемки видео у нее всего 1080p 30 FPS. Вообще скромненько. Примеры камер вы сейчас увидите, и сравню я их с iPhone 13 Pro и Huawei P50 Pro. Понятно, это топы, но чтобы вы примерно понимали, чего вы лишаетесь. Потому что когда говорят, что вот это супер-мега-топовый средняк, и он не сильно отличается от супер-топовых камер, ну, я не согласен. Посмотрите. И теперь небольшое сравнение с iPhone 13 Pro. OnePlus 9R. Да, OnePlus не то чтобы сливает. Давайте что-нибудь другое, да, сравнивать, а не возможности камеры, не возможности стабилизации. В целом снимает и хорошо. Стаб гуляет. Да, после Huawei и iPhone, конечно, OnePlus воспринимается слегка по-другому. Про оболочку, про игры и про все остальное. Пример съемки Huawei P50 Pro и сравнение с OnePlus 9R. 4К 60 FPS, вы видите, как и что работает. По стабилизации, ну не знаю, плюс-минус одинаково. По мне Kirin чуть-чуть, но лучше справляется. Но единственное, это все дело не зафиксировано, а в моих руках. То есть вполне возможно, один телефон гуляет больше, другой меньше. Так что здесь больше надежда на то, что мы будем сравнивать картинку в плане цветов и скорости работы того же автофокуса, плюс микрофонов. Не попытка сравнить телефон за $1000 и телефон за $500, но все же посмотреть, в чем разница, было бы неплохо, правильно? Да, стаб шикарнее работает, конечно, на Huawei P50 Pro, и это видно невооруженным взглядом, хотя гуляет у меня телефон этот еще больше, чем OnePlus. Вот так. И, разумеется, немного сравнения фронталки OnePlus R и iPhone 13 Pro. Не хочу говорить, iPhone рулит.
Просто у айфона запись получше будет на фронталку. Сравнение фронталок Huawei P50 Pro и OnePlus 9R. И здесь разница, конечно, космос. Видна также невооруженным взглядом. Ладно, не будем мучить сравнениями OnePlus. Не все плохо, не все хорошо, но оболочка-то Oxygen самое главное. 4К 60 FPS, центральный парк культуры и отдыха, съемка с одной руки, день, 3 часа, пасмурно и лучшей погоды не предвидится в ближайшие дни. Так что тестировать будем не при красивом солнце, а вот так. Если встать и снимать еще из двух рук, смотрим автофокус, великолепно. Нет, не великолепно, но довольно быстро отрабатывает. И нет, все-таки не великолепно и не всегда быстро. Кто там за R руки вверх поднимал, что нереально хороший телефон. Все еще помним, что в OnePlus ограничение 5 минут никто не снимал. Смотрим, как максимум увеличивает он. X8. Цифра OptoStab отрабатывает, в принципе, но лучше кропать, чем увеличивать прямым текстом. Если снимать с двух рук, все довольно плавненько. Цвета отображает правильно, никаких там перекрутов нет. И в целом натурально снимает, мне нравится. Не дорисовывает ничего. И еще немного фронталочки. Вообще в целом фронталка днем снимает, как вы видите, неплохо. Никакого роллинг-шаттера, как у некоторых моделей Xiaomi, даже приличного ценника. И в целом, единственное, мне не очень нравится ее стаб. И понятно, все, что позади меня, тоже выглядит не идеально. Если взять так, допустим, и поснимать окружающую действительность, главное не уронить телефон, то все неплохо. Микрофоны тоже довольно неплохо отрабатывают. Но в целом вау-эффекта от фронталки у OnePlus Air. Видео X8 с двух рук, 4К 60 FPS, наблюдаю за уточкой. Не особо она вдалеке от меня, но опять же здесь по мне был бы лучше кроп, чем увеличение. OnePlus 9R и съемка с одной руки, с фронтальной камеры. Вы видите, что сейчас не особо приятная погода, идет мелкий дождь, моросит. И камера, в принципе, главное, без роллинг-шаттера, конечно. Но сказать, чтобы она супер снимала, обратите внимание на здание. Я думаю, что вы догадаетесь, что это не супер съемка, но от фронталок, от OnePlus вообще мало чего ожидаешь. Повторяю, что в той же ценовой категории, к сожалению, к моему сожалению, потому что Xiaomi я не особо сильно люблю, особенно когда они пытаются делать флагман, тот же 11T снимает значительно лучше. Скорее всего, сравнение данных аппаратов тоже будет, если, опять же, вам будет интересно. Но по фронталке, если с двух рук снимать, давайте попытаемся, чтобы был стаб так. Но даже с телефона видно, что картинка желает лучшего. Точнее, желает быть другой совсем. Не за этот ценник. Вечер и попытка проверить у основной камеры автофокус. И пока у нас не особо хорошо получается. Возможно, слишком близко пытаюсь. Вот сейчас уже лучше. Но все равно не так быстро, как хотелось бы. Совсем не так быстро. Увеличиваю. Максимум X10. И можно переходить на ширик, что очень круто. Съемка на ширик с двух рук. Съемка на X2 на основную камеру. И все. По большому счету, при съемке с двух рук стабилизатор цифровой у основной камеры, по мне, даже в этих условиях обстановки, просто волшебный. Фронтальная камера OnePlus 9R, Муринский парк, вечер. Как вы видите, освещение искусственное, притом не фонтанное. Снимаю с одной руки. Ну, съемка так себе. Наверное, в первую очередь, потому что дождик моросит. А во вторую как раз очередь, потому что камера у OnePlus для фронталки не то чтобы беда, но вот как она реагирует на изменение освещения. И не сказал бы, что она прям вытягивает все. Хотя в целом, кстати, по поводу слежения и всего остального, работает она довольно неплохо. Основная камера OnePlus 9R вечер. Съемка с одной руки. Плавности, конечно, нет.
Переход на ширик. И переход на X2. Не хочет она отлично работать. Попробуем стоя. Фиксируем. Делаем X на огоньках с двух рук. Максимум, разумеется, X10. Вот такая съемка получается у нас. И снова ширик. В целом плавно, если снимать с места. Но не смотрибельно вообще. До этого съемка была в 1080p 30 fps. Здесь съемка в 4К 60 fps, максимум 5 минут. Телефон сразу же предупреждает. И справляется с картинкой он неплохо. Пробуем с мерцанием автофокус. И неплохо он даже и срабатывает. Пусть даже на дальний объект. Пробуем пройтись. Еще раз, 4К 60 fps. Неплохо снимает. Опять же, если не рассматривать стабилизатор. Отрабатывает не лучшим образом, но это и не удивительно. Попытка съемки в движении с двух рук тоже идеально не назвать. Еще немного фронталки. Позади меня, как вы видите, стадион. Вот так он будет снимать при довольно сильном освещении. Основная камера 4К 60 fps, съемка с одной руки. Снимаю Муринский стадион. Сейчас с двух рук, стоя. И при достойном освещении мы получаем, по мне, довольно достойную картинку. Разумеется, здесь максимум X8. В режиме 4К 60 fps, разумеется, на ширик перейти нельзя. Но есть огромный плюс, в отличие от iPhone 13 Pro, здесь в штатной программе, в основной в стоковой камере, есть функция паузы. И это очень удобно. Надеюсь, что и яблочники когда-нибудь до этого дойдут. Минусы: нет разъема под мини-джек, нет ЭК-порта, нет возможности расширить память SD-картой. И по факту от OnePlus 8T он отличается: первое — это внешностью, а второе — это яркостью экрана. И по большому счету все. Ни о каком топе здесь, супер-мега топе, речи по мне не идет. При том, что OnePlus 8T на 12 гигабайт оперативной памяти продавался за 25 тысяч рублей, а эта радость за 29. Во время распродажи 11.11, опять же, смотрим промокоды для того, чтобы покупать по именно этим ценам. Цена по ссылке в описании к видео примерно $490. Если промокоды на данный момент, смотрим описание. В какую цену они будут продаваться и остались ли они еще на Али, узнаете ближе к 25 числу. 20 числа начнется разогрев. Как раз примерно в эту дату я в телеграм-канале и выгружу стоимость данного аппарата со скидками. Я очень на это надеюсь. Если нет, то ближе к дате. Кто купил 11.11, не беспокойтесь. Я думаю, нам все вышлют. Мне почти все уже выслали. Но в основном я заказывал IQ00 и Realme. По факту от 8T не отличается этот девайс вообще ничем, и я бы в его сторону не смотрел. Либо вы покупаете те же топы OnePlus 9 Pro, либо покупаете девяточку чистую, потому что она все равно лучше. Резюмирую. OnePlus 9R — это великолепный телефон, но все прекрасно понимают, что это тот же OnePlus 8T. Ничего не поменялось, стало чуть-чуть больше яркость, та же самая оперативка, та же внутренняя память, и по большому счету те же тапки, только в профиль. Поменяли название и решили индусам продавать. Окей, теперь продают в России. Особо хлопать в ладоши по поводу этого смарта я не буду, потому что реверсивной зарядки нет. Нет защиты от влаги. Помимо защиты от влаги, не суперские камеры, нет никакой беспроводной зарядки. И назвать топом смартфон, который топом не является, язык не поворачивается. За те же деньги у Xiaomi, к сожалению, хотя я ненавижу их оболочку в какие-то моменты, у них есть смартфоны, которые снимают видео и фото значительно лучше. Далеко ли этот смарт ушел от топов, вы увидите в ролике, потому что в сравнении с 13 Pro и Huawei P50 Pro, мне кажется, получилось более чем наглядное. С OnePlus 9 Pro, возможно, его сделаю, опять же, если вам это будет интересно. Скоро будет топ девайсов от OnePlus, там будет 10 смартфонов. Почему у меня в руках и часы, и коробка с их наушниками? Повторяюсь, что я их никуда не делал. Это вся прелесть у меня в наличии для того, чтобы тестировать или потом сравнивать. Потому что чем дольше я владею данными девайсами, чем больше я про них вспоминаю и начинаю тестировать, тем больше
больше у меня есть желание повторять «оболочка решает». Когда у вас все в цвет, что касается яблока, либо это касается BBK, OnePlus, это всегда работает лучше. Поэтому, если вы купили R-ку, вы молодец. Если нет, лучше покупайте 9-ку. Почему? Ну, потому что звезды говорят, что это не обрезанный телефон. И у него есть свои плюсы, а самый главный его плюс в том, что давая больше, он стоит примерно так же, опять же, на распродажах на Али. Скоро Black Friday. К OnePlus я советую всем присмотреться, потому что скидывают они ценник в первый день прямо космос. 11.11 много моих знакомых купило OnePlus 9 Pro за 37 тысяч рублей. Понятно, что из Китая в итоге выйдет это в 39. И я эту заветную цифру повторяю по одной причине. Я покупал OnePlus 9 Pro в минималке за 70 с растаможкой. И да, я завидую белой завистью, хотя это тоже очень плохо. В результате не забываем подписываться на канал, обязательно участвуйте в розыгрышах. 20 Mi Band 11 числа я разыграл, 10 разыграю 25 ноября во время распродажи и еще обязательно 5 разыграю 30 ноября. Помимо этого еще чертова туча всяких телефонов, часов и всего остального в ноябре в розыгрышах. Добавляйтесь в телегу для того, чтобы узнать, сколько все это будет стоить, ориентироваться в ценах, что было 11, что будет сейчас, и вместе надеемся, что курс не поползет нашей родной валюты вниз. Подписывайтесь с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья!